Всем привет, народ! Сегодня мы будем разговаривать о телеграм-боте Zoo. Так как у нас фаза майнинга заканчивается буквально через 3 дня, когда ролик выйдет, будет теоретически где-то около 3 дней до окончания фазы майнинга. Фаза майнинга у нас закончится, будет ТГЕ, раздача аирдропа и листинг этого токена на бирже. И сегодня у нас будет немного конспирологический ролик. Эта конспирология взята только из моей головы, ничего более. Все это мои домыслы. И что сейчас будет сказано, не факт, что так произойдет. Но все же, к чему вообще я это все затеял? Давайте начнем с того, что вот фаза майнинга у нас скоро кончается. И мы заработали энное количество монет. И давайте сегодня будем приблизительно оценивать весь этот заработанный дроп, по крайней мере, на моей учетной записи. И я вам расскажу немножко свою конспирологическую вот эту вот теорию, которая, возможно, есть шанс, что будет действительно так. Но об этом чуть позже, так что досматривайте ролик до конца и поймете, к чему я вел и как это все действительно выглядит, в принципе, реально. Вот моя учетная запись. Что же тут у нас произошло? Вы, наверное, скорее всего, также смотрите много роликов по телеграм-боту Zoo. Я абсолютно так же делаю, смотрю других каких-то блогеров, какие-то новости по этому телеграм-боту. И есть небольшая часть роликов, которые говорят открыто о том, что инвесторов, первоначальных инвесторов, ранних так называемых инвесторов, коим являюсь именно я, немножечко кинули в этом самом телеграм-боте, так как я начал играть буквально с первого-второго дня, как только стартовал этот проект. И сразу с 1, 2, 3 там теоретически можете проверить мои ролики, там есть вся эта информация по поводу телеграм-бота Zoo, когда я что там делал. Вот, смысл в чем, что я один из ранних инвесторов, и все ранние инвестиции, основную свою часть, сразу скажу, это $250 было инвестировано в этот проект, было именно с самого начала, в ближайшие там неделю, может быть, 10 дней после старта проекта. И основная, большая часть инвестиций пришлась на создание вот этого вот альянса 50 крипто, который стоил 100 тысяч корма. На тот момент не было никаких скидок, там, никаких счастливых часов и тому подобное. Корм покупался только за звезды, никакого тона не было. По-моему, даже не было никаких пожертвований, если я не ошибаюсь. Поправьте меня, посмотрев там мои ролики предыдущие. Вот. И смысл в чем, что основная трата всего финансирования ушла в создание, во-первых, альянса, во-вторых, в прокачку его хотя бы до 5 уровня, потому что народу здесь не так уж и много, и, как известно вам, кто владеет альянсом, тот зарабатывает от поступлений взносов. Но так как народу там не очень много, взносов было, соответственно, не очень много, мне приходилось за свой личный счет, за свой личный корм добавлять немножко, чтобы прокачивать этот самый альянс. И что же по поводу ранней инвестиций? Вот вложила $250, да, еще на пороге вот того самого Пеппи, который дает всего 7000 монет в час, стоил 25 тысяч корма. И если мы сейчас с вами перейдем вот в такие вкладочки, да, где у нас есть новые наши здания, и, допустим, образно говоря, те же вот сейчас билетные кассы стоят всего 15 тысяч корма, то есть на 50% дороже, а приносят 26 тысяч прибыли. То есть приносят почти в 3, даже в 4 почти раза больше корма, чем тот же самый Пеппи. То есть все мои ранние инвестиции вот в эти здания, еще когда не было Пеппи, то есть прокачку вот этих вот самых вольеров, были эти именно вот инвестиции в прокачку именно этих вольеров, которые по сути ничего не дают, по 2700, да, там, по 2300. То есть вот эти у меня там 10 уровня по 600 монет в час. То есть все, что это было инвестировано именно в это. И сейчас на данный момент без инвестиций, видите, мне даже не хватает корма прокормить животных. К сожалению, не захожу там каждые 15 минут, не ищу вот эти вот чудесные наши ящички. И смысл в чем? Кто в начале проекта вложился и теперь больше не вкладывается, получает вот такой вот шикарный дроп в виде 51,5 миллиона монет. Доход у меня в час 84 тысячи. То есть даже какая-нибудь сраная
Ну, вот какая-нибудь даже там же вот байбитовское здание вот это вот, если его построить образно там 4 штуки за всего там 60 тысяч корма, то оно будет столько же приносить мне в час, сколько у меня со всеми бустами в Альянсе 25%, 20% усиления и кормежка, ну, я тут даже не кормил еще пока. Вот смысл в чем? Сейчас нахожусь я в полной жопе, маленький у меня баланс, инвестировано $250, и давайте переходить к какой-то либо математике, теоретически считать примерно сколько должно быть. Что нам обещали разработчики? Видим мы на балансе 51,5 миллион токенов, столько мы получаем на аирдропе, грубо говоря, при листинге. То есть на ТГ и аирдропе. Ну, то есть теоретически я, может быть, до 52 миллионов дотяну, если смогу кормить животных. Ну, не будем брать там, давайте 55. Ладно, 55 миллионов монет у меня будет на аирдропе, на ТГЕ. Я получу. И чтобы мне хотя бы отбить свое, приблизительно цена токена должна быть какова? Вот 250 я долларов туда вложил. То есть мне хотя бы, чтобы забрать свое, нужно разделить на эти же 55 миллионов монет, которые я получу на аирдропе. И, следовательно, цена токена должна быть 5 нолей 45. Ну, округлим, то есть 0.5 нолей 5 умножаем на мои там 55 миллионов токенов. И получаем цифру $275. Ну вот теоретически это мой нулевой предел, где я хотя бы отбиваю свое. Запомнили эту цифру 5 нолей 5. И переходим давайте с вами в лидерборд, в рейтинг игроков и посмотрим приблизительно у нас хотя бы там какие-то теоретические цифры. Вот среднее, если мы посмотрим хотя бы вот 10 человек, это около 40-50 миллиардов монет. То есть если мы возьмем ту же цену в 5 нолей 5 и умножим на 50 миллиардов монет, то люди получат по $250 тысяч. 250 тысяч долларов за вот эти вот призовые места. Очень неправдоподобно. Прям очень неправдоподобно. Такие цифры в $250 тысяч вряд ли они будут. То есть мы теоретически посмотрели, у нас 10 человек уже имеют по 50 миллиардов монет. То есть это 500 миллиардов токенов. Только забирают первые 10 человек. И нереально. Триллионы токенов выпустить. Цена в 5 нолей 5, мне кажется, очень-очень неправдоподобной. То есть, теоретически за вот эти первые места, максимум $50 тысяч. То есть 50 миллиардов, 50 тысяч долларов мы должны поделить на 50 миллиардов монет, которые они заработали, наши вот эти топы. И эта цена в 5 нолей 1. И эту цену, если мы умножим на мой баланс в 55 миллионов токенов, то это $55. То есть в минус x5, в минус 5 раз я получу меньше, чем вложил в этот проект. Это более реалистично. Вот в этом есть вся и беда, и мое разочарование в проекте Zoo. То, что побрили вот таких ранних инвесторов. И если бы я, конечно, знал, что будет потом выходить здание по 100 тысяч, зачем мне этот нужен был альянс? Я бы купил себе пару зданий по 100 тысяч там этого корма, 3-4 здания, и у меня бы сейчас тоже были бы там миллиарды этих монет, а не 55 миллионов. Я ни в коем случае вам не жалуюсь, да, это моя ошибка, мой выбор, поэтому я всегда вам говорю, не заходите в этот тапалки, не вносите сюда донаты, чтобы, не получалось вот так, как получается у меня. Если вы получили более монет, больше, да, и цена будет какая-то адекватная, и вы там заработаете денег, я за вас рад, несказанно счастлив, молодцы. Просто, вот так бывает, Но вообще, в чем вся суть того, что я сейчас затевал? Давайте переходить в более такой браузер, что ли. И я расскажу о той своей конспирологической теории, которую я у себя в голове разработал, почитав немножечко одну вещь. И вот в данный момент мы с вами находимся на официальном сайте Zoo Team, команды разработчиков. Если не ошибаюсь, команда называется, компания, которая разработала этого Telegram-бота, эту тапалку, называется Zurimal Ltd. И находится она на Британских Богемских островах, зарегистрирована. И какое отношение она имеет к X-Empire, я не знаю, к Соколовскому.
То есть тут немножко вот конспирология уже начинается. Возможно, они просто были советчиками, рассказали, как лучше, как правильнее сделать, чтобы заработать побольше баблишка. Все, скорее всего так. И вот, я перевел немножечко уже эту страничку. Давайте спускаться. Здесь у нас рассказывают, как нам лучше заработать. И с чего начинается моя конспирологическая теория по поводу телеграм-бота Zoo. Она заключается в том, что мы все с вами знаем, везде нам в описании, везде на заглавных там страничках описывают одно и то же. Сколько мы с вами видим на балансе токенов, столько мы с вами получим на аирдропе. То есть та самая цифра, вот которая у меня там 51,5 миллиона монет, это будет мой аирдроп, который я получу на раздаче на ТГЕ, на раздаче токенов. И то самое я и буду продавать. Вот. Я вам уже рассказал, что это все весьма так плачевно для меня, по сути, при такой цене токена, который приблизительно мы могли бы с вами рассчитать. Так что мне пришлось немножечко порыться в их телеграм-боте, порыться на их официальном сайте. И есть в каждом телеграм-боте, в каждом вот такой тапалке есть пользовательские условия, пользовательское соглашение, которое мы с вами, они и мы заключаем между собой, когда мы начинаем использовать бота. То есть вы ничего не подписываете, в условиях так и прописано. Как вы только начинаете пользоваться ботом, вы соглашаетесь с вот этими пользовательскими условиями. И что же интересного у них написано в этих самых пользовательских условиях? Вот у меня переводчик здесь автоматически включился. Здесь все у нас описывается, кто такая команда. Вот это Zurimal, вот оно, видите, LTD, зарегистрировано на британских, Виргинских островах, да. Вот, что они тут имеют право, что имеем право мы и так далее. И здесь есть несколько очень интересных пунктов. Я думаю, что большинство, а то и процентов 99 из вас никогда сюда не залазили и ничего не читали. То есть, это по сути договор между нами и ими, который мы заключаем. И здесь у них написано очень много интересных пунктов по поводу того, что любые изменения в проекте, которые они, токеномика, да, раздача airdropа и тому подобное, они делают, вносят сюда в условия вот эти пользовательские, и не обязаны они оповещать нас ни в каких официальных источниках. То есть мы, по сути, должны каждый раз заходить, мониторить, не внесли ли каких-либо изменений в эти условия пользовательские. То есть они не обязаны нас об этом информировать. И что же тут я еще нашел такого интересного, в чем заключается моя та самая конспирологическая теория, которая меня, по крайней мере, немножечко радует. Смотрите, есть у нас такой пункт, это политика конфиденциальности, я вам не то немножечко включил. Вот, пользовательское соглашение, там политику конфиденциальности. И здесь есть вот один интереснейший пункт. Давайте начнем с того, что, как вы думаете, что является более законным и более твердым решением, либо вот этот договор, условия пользовательское, который мы заключаем между компанией Zuriman Limited и нами, либо картинки и слова в каких-то социальных сетях. Скорее всего, любой юрист вам скажет, что вот это пользовательское соглашение имеет юридическую силу, а все, что является там картинками и описанием, все может меняться согласно этому же пользовательскому соглашению. Они могут все поменять. Итак, опускаемся. У нас есть пункт 3 здесь. Механика приложения. И если мы с вами опустимся еще ниже, здесь есть пункт 3.3. Называется он токен Zoo. И давайте быстренько я вам прочитаю. Количество токенов зоопарка пользователей зависит от количества и уровня вольеров. Тра-та-та-та-та-та-та-та. И каждое животное приносит определенное количество жетонов зоопарка, которые мы с вами собираем, зу-жетоны, вот эти зоопарка, за определенное время, в зависимости от уровня вольера животных. Баланс пользовательских токенов зу, вот этих вот, которые мы с вами видим, отображается в интерфейсе приложения. Пользователь может увеличить количество токенов, зарабатываемых ЗУ с каждого вольера с животными следующими способами. И тут описываются способы. Но если мы с вами после способов спустимся и прочитаем вот этот пункт, можете поставить на паузу и сами его прочитать. Вы можете получить заработанные токены ЗУ во время аирдропа, который произойдет в даты, определенные компанией.
И далее, количество токенов ЗУ не зависит от количества ваших внутриигровых монет в приложении. Понимаете всю суть? То есть все, что они нам описывают, все те цифры вот эти вот в левом верхнем углу нашего экрана, которые и являются теми самыми токенами ЗУ, количество токенов ЗУ не зависит от количества ваших внутриигровых монет в приложении. То есть те самые внутриигровые монеты, так называемые токены ЗУ, а на самом деле это поинты ЗУ, их количество может измениться. Вот к чему я веду. Первые 10 человек — это 500 миллиардов токенов. 500 миллиардов токенов. А представьте, сколько нас таких пользователей, и на каждого нужно раздать определенное количество токенов. То есть сколько нужно выпустить эмиссию? 1 триллион, 100 триллионов. Это нереальное количество токенов. Плюс все-таки вы же не забывайте, команда должна получить свою долю токенов. Так? Так. Маркетмейкеру должно выделиться токены для осуществления торговых операций. На бирже, на рекламу, на какие-то маркетинговые ходы должны выделиться токены. Должны. Все. Так что мы с вами получаем теоретически 70-80% всей эмиссии токенов. И то есть, если первые 10 человек у нас забрали 500 миллиардов токенов, да, то какая должна быть эмиссия, чтобы мы с вами забрали ее. Вот. К чему я все это клонил, и все это конспирологическая теория. Можете верить мне, можете не верить. Я сам в это не верю, но надеюсь. Надеюсь, что я окажусь неправым. Потому что вы играли в эту тапалку, вносили туда донат, вы зарабатывали большие, у кого-то 100, 200, 300, 500 миллионов токенов, у кого-то может быть миллиард, 2 миллиарда токенов, да. И потом вам их конвертируют в какое-то количество другое уже совсем токенов. Это будет весьма печально. Но со своей стороны, то есть я как ранний донатер, надеюсь на то, что, возможно, это посчитают так. То есть за донаты дадут энное количество токенов, за приглашенных друзей еще какое-то количество токенов, за какое-то развитие еще количество, за баланс этих токенов и еще дадут. И в итоге цифра будет совсем другая. Мне почему-то кажется, что с малой долей вероятности, но они так поступят. Так что вот на ваше рассмотрение такая теория моя немножечко в голове у меня она образовалась. Будем надеяться, я ошибаюсь. Но все же это официальный юридический документ, в котором все это описано у нас. Как вы думаете, вообще заходили ли хоть раз в эти пользовательские соглашения, читали вы их? Но вот в них написано именно так. И там написано черным, точнее белым по зеленому о том, что любые изменения они могут вносить. То есть что сделать? Они обещали нам раздать столько количества токенов, сколько у нас указано на балансе. Они могут внести изменения и сказать: нет, теперь это поинты, и мы будем согласно этим поинтам раздавать вам энное количество монет. И они будут не обязаны нас об этом оповещать ни в своих телеграм-каналах, ни внутри телеграм-бота, никак. То есть мы должны будем зайти и посмотреть это в пользовательском соглашении. Все. На этом все. Так что мой совет вам: не заходите в такие тапалки, чтобы, как я, не сидеть и не придумывать себе теории в голове очень мутные. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.